Captured Light Industries и Lord of the Wind Films представляют. Из Newsreel представляет захватывающие новости. Конец расколу? Духовное начало и наука снова вместе? Церковь и наука говорят об одном и том же. Из туманной глубины веков поиск божественного и поиск знания о Вселенной шли рука об руку. У древних шумеров был бог астрономии, бог садоводства, бог ирригации. И жрецы были их писцами и мастерами, исследующими области знаний богов. Древняя Греция. Философы упрашали, почему мы здесь? Развивали теорию атома, движение небесных тел и этику человека. Средневековая Европа. Западная церковь обладала высшей властью, создавала королей, владела землями и поставляла правду. Церковь взяла на себя роль последней инстанции. Церковная догма стала законом. Но наука тоже не стояла на месте и оспорила догму о том, что Земля — центр Вселенной. Коперник, Бруно и Галилей ощутили на себе тяжелую руку церкви. Трагедия. Не в силах более сдерживать науку, церковь разделила с ней области познаний и устремлений человека. Декарт открыл двойственность. Церковь занялась миром невидимого, наука — миром видимого. И на свет появился материализм. Неустойчивое перемирие. Ученых ничто не удерживало, и они отомстили. Все невидимое — фантазия, иллюзия, а мы лишь механизмы, движущиеся в предсказуемой Вселенной, управляемые строгими и непреложными законами. Церковь была оттеснена, и она подвергла осуждению бездушных ученых. В ад их! Дарвин нанес ответный удар. Творца не существует нигде. Мы случайные мутанты, просто средство передвижения для неустанных поисков ДНК в хаотичной Вселенной. Тем временем и наука, и религия бились о стену. Если все лишь механизмы, а Бог Святой Творец, тогда что остается человеку? Наука еще больше углубилась в безразличную Вселенную и наткнулась на неизведанную тайну. В крошечных уголках пространства и времени ученые обнаружили необъяснимую энергию и непостижимую загадку. Загадку, предполагающую, что все мы связаны, и что физическая Вселенная, по сути, не является таковой. Время и пространство — лишь конструкции этой нематериальности. И сегодня мятежные ученые встречаются с религиозными лидерами. Конференции сближают науку и религию. 20 век взломал дверь в материалистическое восприятие. Сможет ли век 21 опрокинуть железные стены между храмом и лабораторией? Это был ваш обозреватель из Newsreel. Конец передачи. Кроличья нора и то, как далеко и глубоко вы хотите зайти, это то, насколько вы хотите узнать свою истинную природу. Алиса спустилась в кроличью нору и встретила там шляпника. Шляпник был сумасшедшим. Суть в том, что вы хотите выбраться из норы, как только туда попадаете. Так и в науке есть две стадии. Состояние безумия, когда вы спускаетесь в кроличью нору, а потом вы противопоставляете безумию строгую, тщательную проверку. Процесс, подобный надеванию смирительной рубашки. Мне кажется, самая интересная вещь в науке, а точнее в физике, то, что это совершенно новаторский способ попытки познакомиться с миром поближе. И я считаю, метод эксперимента, который является в физике самым главным, кардинально отличается от метода откровения или медитации, или чего-то подобного. Я не думаю, что на самом деле, к примеру, последователи буддизма могли бы изменить свою веру только из-за результатов экспериментов людей с электронами. Мы спрашиваем себя, почему и сегодня существует такая пропасть между церковью и наукой, или религией и наукой? Полагаю, возможно, корни этого происходят из глубокого убеждения,
что такие книги, как Священное Писание или, например, книга «Бытие», имеющие дело с началом начал, фактически повествуют нам о происхождении мира. Сегодня любой исследователь Библии скажет вам, что в книге «Бытие» никогда не имелось в виду происхождение мира. Но многие христиане верили, что в книге «Бытие» информация наподобие новостей CNN. Только речь там о начале сотворения мироздания. Поэтому во все века было много людей, таких как известный архиепископ Джеймс Ашер в Ирландии, который в 1650 году подсчитал годы жизни библейских патриархов и выяснил, что мир возник в 4004 году до нашей эры, 17 сентября в 9 часов утра. Я думаю, у духовности должно быть научное объяснение. И, полагаю, его не существовало до недавнего времени. По-моему, смысл имеет такие вещи, как первичное самосознание, нематериальные ценности, добро, истина, существующие на фундаментальном уровне пространства и времени и влияющие на наши поступки, если мы им открыты. Это связывает нас с остальными существами во Вселенной во всем ее объеме. Так что же мы знаем? Покрытая тайной 2. Вниз по кроличьей норе. Наука порождает теории, которыми мы живем. И одна из ее теорий выглядит безрадостной. О том, что мы некая генетическая ошибка, и гены используют нас в основном, чтобы переходить в следующее поколение. И что видоизменяемся мы хаотично. Наука говорит, что мы вне Вселенной, что мы одни и обособлены, мы нечто вроде случайной ошибки на одинокой планете в одинокой Вселенной. И это формирует наш взгляд на мир и на самих себя. Теперь мы стали осознавать, что такая точка зрения, теория обособленности, совершенно деструктивна. Именно она создает все проблемы в мире. Сейчас мы понимаем, такая парадигма неверна. Мы не обособлены. Мы все как одно. Мы вместе и связаны с элементами на самом нижнем уровне существования. И мы пытаемся понять и постичь, какие последствия все это будет иметь. И что в действительности значит это для нас и нашей жизни. Мы нуждаемся в новой духовной среде. Необходим новый духовный способ понимания природы человека. Поскольку старые пути, старые мифологии, монархия, король, бог и старый официальный научный способ деятельности, они мертвы. Они должны быть похоронены. Нужны новая сфера, новое видение. Считаю, квантовая физика поможет сделать следующий шаг. Думаю, ключевой аспект новой парадигмы, по крайней мере в медицине, моей отрасли, это то, что сознание действительно существует и оказывает влияние на материю. Чтобы создать новую парадигму, нам надо выйти за пределы своих ощущений. Очень может быть, что происходящее внутри вас, в мозгу, в нервной системе, в основе вашего наблюдения, в том, как работает память и сознание, во всем, что там происходит, есть своего рода взаимоотношения наблюдателя и материи, которые фактически делают для вас вещи реальными, влияя на восприятие действительности. Это не меняет действительность непосредственно. Вы не повлияете на большое кресло и грузовик, или бульдозер, или на взлетающую ракету. Вы не измените их. Но вы можете поменять свое восприятие вещей и то, что вы о них думаете, то, как вы чувствуете и ощущаете мир. Бесчисленная информация, которую мозг обрабатывает каждую секунду, говорит нам о том, что мир есть нечто большее, чем мы воспринимаем. Тем не менее, каждый раз мы погружаемся в ощущения, получаемые нашими органами чувств. Зрение, обоняние, вкус, осязание. Именно так нас поглощает собственная реальность. Мы ничего не знаем о реальности. И восприятие нашей так называемой реальности фильтруется нашими же органами чувств. Мозг обрабатывает 400 миллиардов единиц информации в секунду. Но мы осознаем только 2000 из них. Это означает, что реальность воспринимается мозгом постоянно.
Тебе стоит попробовать. Как я знаю о том, что делаю? Я и ваза одно целое. Это могло бы помочь в твоей работе. Я живу своими глазами. Я имею дело с реальностью, а не с призрачным, непонятным чувственным миром, который постоянно меняется. Если это реально, я хочу это видеть. Глаза, в каком-то смысле, записывающая камера, потому что они собирают информацию и накапливают ее. Но они не могут ничего осмыслить, пока детали не сложатся воедино. Поэтому необходим своего рода монтажный стол, чтобы практически склеить фильм из того, что представляет собой ваша жизнь и ваш мир. Допустим, я встаю утром с кровати и внезапно решаю всерьез отнестись к заявлению, которое, несомненно, истина. Например, я не могу знать наверняка, правильно ли видят мои глаза. Тогда, несмотря на то, что я знаю и даже вижу под своими ногами устойчивый пол рядом с кроватью, может оказаться, что там обрыв или нечто вроде этого. Если бы я был способен присвоить такой вероятности гипотезу, которую я и создал, то я бы вообще не встал с кровати. Меня бы парализовало в буквальном смысле этого слова. Я бы понятия не имел, как вообще сделать следующий шаг. Это именно тот случай, когда мы знаем, что, в принципе, в любой момент глаза могут нас обмануть. Мы все сталкивались с тем, что у людей бывают галлюцинации, но даже если нет, мы не знаем, как убедительно доказать, что наши глаза никогда не вводят нас в заблуждение. Это абсолютно точно. Но когда мы принимаем решение встать утром с постели, мы наделяем вероятности различными гипотезами, совместимыми с тем, как мы видим пол возле кровати. Одна из гипотез — пол действительно есть, и потому я его вижу. Другая гипотеза — то, что я вижу пол — галлюцинация, а там находится обрыв. Вставая утром с кровати, вы подтверждаете одну из этих гипотез как наиболее предпочтительную. Что ж, реальность очень часто и во многом зависит от того, как человек ее воспринимает, и то, что он фактически думает, и есть настоящая реальность. Мозг обрабатывает 400 миллиардов единиц информации, а мы осознаем только 2000 из них. Это значит, что мозг постоянно воспринимает реальность и получает сведения, которые мы не интегрируем. Но если мы получим знания и информацию, выходящие за рамки условностей, где, скажем, объединены квантовая физика и нейрофизиология, и дали мозгу команду осмысливать и исследовать все наши возможности и способности, соединяя наши знания с нашим опытом, и повторять это снова и снова, то мозг начнет связывать две независимые нейронные сети, и возникнет новое видение. Это новое видение будет подобно лучу света, осветившему то, что находится за пределами 2000 единиц информации, имеющей отношение к нашему телу, к нашей среде и ко времени. Немного в темноту, и мы видим нечто новое. Это и называется осознаванием. Все нормально? Я слышала, как ты кричала. Сон приснился? Ты была индианкой? Наблюдала, как корабли Колумба материализовались в воздухе. Ничего себе. И тот шаман тыкал в тебя. Круто! Может, это из твоей прошлой жизни? Или параллельная реальность? Или будущее? С Луны свалилась. Или, возможно, тот сон пытался сказать себе правду. Мне кажется, это зависит от того, что ты считаешь реальным. Может, тебе принимать другие успокоительные таблетки? Мои таблетки в порядке, ясно? Спасибо. Мне пора одеваться. Надеюсь, тебе уже лучше, Аманда. Боже, Аманда. Нельзя быть такой идиоткой.
Люди спрашивают, почему квантовая механика так важна, ведь она имеет дело с микрочастицами. Есть три возможных ответа. С практической позиции она не имеет значения. Вы все равно ходите на работу, водите машину и так далее. С другой стороны, она проникла повсюду, особенно в мир электроники. В супермаркете, когда ваши покупки сканируют на кассе, задействована квантовая механика. Но я считаю самым важным третий ответ, который по существу связан с философией. Почему философы так стремятся разрушить представление о мире? Я наконец понял, изучая квантовую механику и сравнивая ее с классической. Они представляют два разных способа размышления о том, как устроен мир и мы сами. С классической точки зрения, мы — механизмы, а механизмы не могут получать сознательный опыт. Неважно, если механизм умирает, вы можете убить его или выбросить, это не имеет значения. Если так устроен мир, то и люди ведут себя соответственно. Но есть другой взгляд на мир, его дает нам квантовая механика. Она предполагает, что мир не просто часовой механизм, а живой организм. Это сложно взаимосвязанный организм, который простирается сквозь пространство и время. В такой среде то, что я думаю, и то, как себя веду, гораздо больше влияет на меня и на остальной мир, чем это было бы в классическом мире. Поэтому, с общепринятой точки зрения, касающейся морали и этики, то, что я думаю, воздействует на мир. Это фактически и есть ключ к тому, почему изменение взгляда на мир столь важно. Поговорим о мире внутри атома, затем о том, что он говорит нам о реальности. Первое, в субатомном мире он полностью выдуман сумасшедшими физиками, пытающимися выяснить, что происходит, когда они ставят свои маленькие эксперименты. Маленькие, поскольку большая энергия находится в сжатых пространстве и времени, что довольно безумно при таких условиях. Чтобы во всем этом разобраться, изобрели субатомную физику. Нужна была новая наука. Ее назвали квантовая физика, и она стала предметом целого ряда спорных гипотез, домыслов, предчувствий и догадок относительно того, что творится на самом деле. С одной стороны, наша теория, если рассматривать ее с концептуальной позиции, приводит к замешательству. Но с другой, с практической позиции, является наиболее удачной, чем все, что было раньше. Такая ситуация порождает напряженность, которая с тех пор и является стимулом всех исследований квантовой механики. Опять же, с одной стороны, у нас есть чрезвычайно парадоксальная, головоломная, концептуально запутанная теория. С другой стороны, мы не можем ее отрицать или просто отбросить, поскольку это самый мощный и проверенный инструмент для предсказания поведения физических систем из всех, что был когда-либо. Вселенная очень необычна. Кажется, что есть два вида законов, управляющих ею. В нашем повседневном мире, грубо говоря, в наше время, с нашей шкалой размеров, явления описаны законами движения Ньютона, открытыми сотни лет назад. И они прекрасно работают для бильярдных шаров, пушечных ядер, гравитации. Однако, когда масштабы уменьшаются, когда мы переходим на уровень атомов, там в силу вступают уже другие законы. Там действуют квантовые законы, квантовая теория, квантовая механика. И на том уровне суперпозиция. Частицы могут быть во многих местах одновременно. Корпускулярно-волновой дуализм. Они могут вести себя как волны, расходящиеся по пространству и времени. Сцепленность. Они могут быть связаны между собой через большие расстояния. Они могут быть конденсат Боза-Эйнштейна, объединены в одно квантовое состояние, управляемое одной волновой функцией. И граница между квантовым миром и обычным является по-настоящему непостижимой. Иногда это называется коллапсом волновой функции, потому что в квантовом мире все находится в суперпозиции или наслоении и существует во множественных вероятностях. В обычном же мире эти вероятности распадаются на отдельные и окончательные варианты. Квантовая механика — это фактически игра и демонстрация информации, потенциальных возможностей, информационных волн, волн потенциального электрона. Здесь важное слово «потенциальный». Это не мир электронов, а мир потенциальных электронов. Вы должны спросить, волны чего на самом деле? Что это за волновое поле? Это просто океан? Нет. Это океан Вселенной, океан чистых потенциальных возможностей.
Океан абстрактного потенциального существования. Мы называем это единым полем или полем суперструн. Из этого мы состоим. Всеобщая взаимосвязь — основной компонент структуры реальности. Очень трудно охватить это умом. Но Эрвин Шрёдингер, один из основателей квантовой механики, сказал, что сцепленность, которая является сутью этой взаимосвязи, не только свойство квантовой механики, но и всеобщее свойство. Такая особенность квантовой механики делает ее очень странной. Казалось бы, это не вписывается в наш обычный мир и в наш обычный опыт, но на самом деле вписывается. Хочешь забросить пару раз? Не будь такой. Иди, поиграй. Смотри, ты ему понравилась. Неужели нет времени сыграть 1 на 1? Когда ты в последний раз играла? Давай, мяч у тебя, бросай. Нет, нет, миледи, не оттуда. Это вне игры. Играть нужно на площадке. Добро пожаловать на площадку бесконечных возможностей герцога Реджинальда. Правила площадки. Надо забить последний мяч. Больно. Он даже к тебе не прикоснулся. Ладно. И он не твердый. Этот мяч пуст. В школе нас учили, что мир состоит из вещества, материи, массы и атомов. Атомы составляют молекулы, молекулы — материю, и все состоит из них. Но на самом деле атом практически пуст. Например, если бы этот мяч был ядром атома, предположим, протоном в атоме водорода, тогда электрон, вращающийся вокруг него и обозначающий внешние границы атома, был бы примерно у той горы, в 32 километрах отсюда. А все пространство между ними пустое. В действительности Вселенная практически пуста. Однако, когда масштабы уменьшаются, мы приходим к уровню геометрии пространственных линий, к фундаментальному уровню Вселенной, в котором содержится информация и есть свой рисунок. Это называется шкала Планка. И это структура Вселенной. На том уровне существует информация со времен Большого взрыва. Итак, большая часть Вселенной и даже материи фактически пуста. Многие считают, что вакуум — это пустота. Но для внутреннего постоянства, постоянства квантовой механики и теории относительности, требуется эквивалент 10 к 94 энергия массы. Каждый грамм — это число Е, равное МЦ в квадрате. Это огромное число, но что оно означает практически? Практически, если я допускаю, что Вселенная плоская, а астрономические данные подтверждают это, если я это принимаю, тогда, взяв объем или вакуум внутри одного атома водорода, это примерно 10 в минус 23 степени кубических сантиметров. Так вот, если я беру такое количество вакуума и получаю скрытую в нем энергию, то она будет в триллион раз больше, чем масса всех звезд и всех планет на расстоянии в 20 миллиардов световых лет. Это много. Очень много. И если сознание позволит вам управлять даже маленькой долей этой энергии, то произвести большой взрыв не составит проблем. Организации, как НАСА и British Airspace, пытаются подключиться к этому невообразимому морю энергии.
Им кажется, что, подключившись, мы сможем путешествовать к другим галактикам. Они понимают, что в пустом пространстве невероятное количество энергии. Основная фундаментальная идея квантовой физики, заставляющая нас думать о новой парадигме, подразумевает, что есть некий нижний слой, какая-то область существования, которую невозможно пощупать или увидеть, и которая выплескивается в нашу реальность, увеличивая возможность понимания этого мира. Чем упорнее физика пыталась постичь физическую реальность, понять, из чего она действительно состоит, какие структурные элементы лежат в основе всего сущего, тем быстрее Вселенная ускользала сквозь пальцы. И вы все больше придумываете нечто абстрактное, пока не попадете в область чистой абстракции. Например, туда, где единое поле. Чистый абстрактный потенциал. Чисто абстрактное существование. Чисто абстрактное самосознание, которое возрастает до колебания волн, чтобы дать начало частицам и людям. Всему, что мы видим в необъятной Вселенной. То, из чего состоят вещи, не является вещественным. Вещи состоят из идей, концепций, из информации. Как я сказал, он никогда ни к чему не прикасается. Еще один странный факт — то, что предметы по-настоящему не касаются друг друга. Когда я ударяю мечом, его атомы и атомы Земли никогда не соприкасаются. Так что никто ни до чего не дотрагивается. Давай, ложи свои вещи. Никто их не возьмет. Я же сказал, это моя площадка. Все нормально. Давно не играла. Я опоздаю. Впервые в физике задумались о том, что время не то, чем кажется. Теория относительности. Тогда заподозрили, что время не абсолютно, что оно не самовластный правитель Вселенной, что всемогущий Бог не говорил: 1 секунда, 1 секунда, 1 секунда, 1 метр, 1 метр, 1 метр. Вы находитесь в гравитационном поле, и ваша голова движется немного быстрее, чем ноги. Второй закон термодинамики гласит, что все движется вперед, и это дает временную ошибку. Но в квантовом мире, в микромире, этот закон не работает. Объекты движутся назад во времени, или они вечны? У основных уравнений физики есть свойство, называемое симметрией относительно обращения времени. Это значит, что набор законов имеет следующую особенность. Для любого процесса, совместимого с этими законами, тот же самый процесс, идущий в обратном направлении, точно так же подчиняется этим законам. Так? Это должно означать, что молоко выплескивается из кофе так же часто, как и смешивается с ним. Что люди могут молодеть так же часто, как и стареть. Что нам доступны знания из будущего в той же мере, что и из прошлого. Что, действуя сейчас, мы способны влиять на прошлое настолько же, насколько мы можем влиять на будущее. Все это неверно и вступает в мощный конфликт с нашим способом, которым мы набираем психологический опыт. Одна из наиболее неприятных идей, даже несмотря на то, что квантовая физика возникла давно, это понятие о том, что будущее может являться причиной настоящего. Мы верим, что прошлое причинно обуславливает настоящее. Я держу мяч, роняя его, он падает. Причина приводит к эффекту, когда он ударяется о землю. Но может ли Земля быть первопричиной падения мяча? Бессознательно кажется, что мы движемся вперед во времени. В квантовой теории во времени есть и движение назад. Процессы в мозгу, связанные с осознаванием, проецируют события обратно во времени. Например, в конце 70-х нейрофизиолог в Сан-Франциско Бенджамин Либбит провел известные эксперименты. Либбит изучал пациентов, у которых во время операции был открыт мозг, в то время как они бодрствовали.
Им дали местное обезболивающее, чтобы блокировать чувствительность области скальпа и черепа и получить доступ к мозгу. Они были в сознании, и с ними можно было разговаривать. К примеру, он стимулировал их мизинец, смотрел на ту зону коры мозга, которая с этим связана, и записывал данные в виде электрических импульсов. Он просил пациента сказать, чувствует ли тот стимуляцию мизинца. Кроме того, он стимулировал ту же самую область коры. Можно подумать, что при стимуляции мизинца требуется какое-то время, чтобы импульс дошел до коры головного мозга. Так что пациент сообщил бы об этом на долю секунды позже касания. А когда вы стимулируете непосредственно мозг, то пациент получает об этом сигнал сразу. Обнаружилось совершенно противоположное. При стимуляции мизинца пациент чувствовал это немедленно, а когда стимулировали непосредственно кору мозга, была задержка. После обработки данных и многократных повторений Либбит пришел к выводу, что мозг каким-то образом проецирует информацию обратно во время. Для поступления сигнала в кору мозга требуется время, но мозг посылает его назад во времени, поэтому стимулирование чувствуется как происходящее именно в этот момент. Были исследования, которые показали, что когда люди начинают двигать рукой или что-то говорить, то активизируются определенные нервные клетки мозга. Даже до того, как человек осознавал свое намерение. Часто делаешь что-то, секунды позже решаешь, что делать, но уже поздно. Я опоздаю. Ты всегда можешь вернуться назад во времени. В чем дело? Помни, он пустой. Откуда ты знаешь всю эту чепуху? Я читаю комиксы Доктора Квантума. Все думают, что это для детей, но там все по-настоящему. Так я творю чудеса на площадке. Все, чему вас учили в школе, не так, как происходит на самом деле. Наши чувства часто играют с нами шутки. Просто спросите себя, что это за реальность, в которой мы находимся? Современные физики говорят, что все это лишь информационные волны. Верю ли я? Надеюсь, что да. Дьявол. Вот так я и творю чудеса на корте. Я всегда первым выбираю чудо-мальчика. Доктор Квантум говорит, у всех это есть, все это делают. Причем постоянно, каждый раз, когда мы смотрим. Ну вот и я. Дедушка всего необъяснимого в квантовой науке. Знаменитый эксперимент с 2 щелями. Чтобы понять эксперимент, нам сначала нужно увидеть, как ведут себя частицы или мельчайшие шарики материи. Если мы хаотично будем выстреливать маленькими предметами, скажем, мраморными шариками, в экран, то увидим следы там, где они прошли через щель и ударились в него. Теперь, добавив вторую щель, мы ожидаем увидеть второй такой же след справа. А сейчас давайте посмотрим на волны. Они прошли сквозь щель и расходятся, ударяясь об экран с наибольшей силой там, где они просачивались через щель. Яркая линия посреди экрана показывает эту силу. Она похожа на след, оставленный шариками. Но, когда мы добавляем вторую щель, то происходит нечто совсем другое. Если вершина одной волны сталкивается с основанием другой, то волны гасят друг друга. И на экране появляется интерференционный узор. Точка, в которой пересекаются вершины волн, дающие наивысшую интенсивность, это яркие линии, а там, где они гасят друг друга, ничего нет. Таким образом, когда мы пропускаем объект, то есть материю, через 2 щели, мы получаем следующее. 2 следа от ударов, а с волнами мы видим интерференционный узор от множества ударов. Пока все ясно. А теперь посмотрим на кванты. Электрон — мельчайшая частица материи, как маленький шарик. Пропустим поток электронов через одну щель. Поток ведет себя, как и шарики, одна линия. Итак, пропустив микрочастицы через 2 щели, мы должны получить, как и в случае с шариками, 2 линии. Что? Интерференционный узор? Мы выпустили электроны, маленькие частицы материи,
но получили рисунок как с волнами, а не с мраморными шариками. Как? Как частицы материи создают интерференционный узор, словно волны? Что-то не сходится. Но физики умные. Они подумали, возможно, эти маленькие шарики отталкиваются друг от друга и создают такой узор. И они решили выпускать электроны по одному, чтобы исключить вероятность их взаимодействия друг с другом. Но через час появился знакомый интерференционный узор. Вывод очевиден. Один электрон вылетает как частица, приобретает свойства волны, проходит сквозь обе щели и сталкивается сам с собой, ударяя в экран как частица. Но математически это явление еще более странно. Электрон проходит через обе щели и не проходит ни через одну. Он проходит через одну щель и проходит через другую. Все эти возможности наслаиваются друг на друга. Но физики были совершенно озадачены. И они решили пронаблюдать и посмотреть, через какую щель электроны проходят на самом деле. Они установили измеряющий прибор возле одной щели, чтобы увидеть, через какую пройдет электрон, и выпустили его. Но в квантовом мире гораздо больше мистики, чем они могли представить. Во время наблюдения электрон стал вести себя как маленький шарик, что произвело узор из двух полос, а не интерференционный, как из множества. Сам факт измерения или наблюдения за тем, через какую щель прошел электрон, выявил, что он проходит только через одну, а не через две щели. Электрон решил повести себя совершенно иначе, как будто знал, что за ним наблюдают. С того момента физики вступили в невероятный, странный мир квантовых событий. Что есть материя? Частицы или волны? И волны чего? И при чем здесь наблюдатель? Наблюдатель разрушил волновую функцию просто самим фактом своего наблюдения. Мы постоянно наблюдаем. Но иногда мы так отождествляемся с тем, что происходит, что теряем позицию наблюдателя. Поэтому данные предметы полностью утрачивают свое значение без наблюдателя. Данные физиков говорят нам о том, что объект сам по себе фактически упрощение того, что мы в нем видим. Очевидно одно. Когда мы смотрим на атомные и субатомные частицы или атомную и субатомную материю в любой форме, мы обнаруживаем, то, как мы на это смотрим, и то, что выбираем для рассмотрения, меняет свойства наблюдаемого объекта. Это ли наблюдатель? И почему так сложен? Для понимания, странный и запутанный мир квантовых частиц и их реакция. Это ли и есть наблюдатель? И даже если так, квантового поля не было бы без наблюдений ученых, которые отправились туда, которые раскрывали его слой за слоем. Они все наблюдатели. Но ни у кого из них нет полного согласия по всем пунктам в этой области, потому что они рассматривают квантовое поле с позиции математики, с различных углов зрения. Мы не знаем, как в квантовой механике перейти на позицию наблюдателей мира. Как воспринимать себя наблюдателем в качестве еще одной части физической системы, описываемой нами. Единственный способ заниматься квантовой механикой, в традиционном смысле, это удерживать наблюдателя вне системы, которую вы описываете. В момент, когда наблюдатель внутри, происходят парадоксы. И мы вынуждены говорить вещи вроде «Книга ведет себя так из-за квантовой механики, и я вижу это, потому что я там». И лучше не пытаться анализировать вторую часть предложения в терминах квантовой механики, иначе все рухнет. Поэтому существует два разных закона эволюции физических систем. Один применяется, когда вы не смотрите, другой, когда смотрите.
Это же безумие. Вряд ли мы когда-нибудь математически опишем или выведем математическую формулу процесса, где сознательный наблюдатель приходит к ответу. Люди говорят, измерительные приборы, записи, все на пленке зафиксировано. Но вы забыли часть уравнения. Кто-то должен смотреть запись. И пока ее не просмотрят, считайте, ничего нет. Когда мы не смотрим, есть волны возможностей. Когда смотрим, частицы опыта. Частица, которую мы считаем твердым предметом, на самом деле существует в так называемой суперпозиции. Она распространяется волнами в доступные зоны, и частицы находятся сразу в нескольких местах. В момент, когда вы это проверяете, частицы лишь в одном из мест. Очень легко создать ситуацию, где уравнения движений предскажут, что волновая функция мяча или его пси будет равномерно распределена по всей баскетбольной площадке. Мы не имеем ни малейшего представления, как это может выглядеть. Согласно закону квантовой механики, предполагается, что при таком положении сам вопрос, где находится баскетбольный мяч, теряет смысл. Закон квантовой механики гласит, что вопрос, где находится мяч, чья пси равномерно распределена по всей площадке, это логический эквивалент выяснения семейного положения цифры 5. Так? Не то, чтобы вы не знали ответ, то есть не в курсе, состоит в браке цифра 5 или нет. Сам вопрос является совершенно неуместным, в первую очередь. У цифры 5 не может быть семейного положения, здесь не о чем спрашивать. Также и мяч, волновая функция которого распределена по баскетбольной площадке, не имеет такого положения, о котором разумно было бы спросить. Теперь, трудность измерения в том, что, хотя уравнение Шрёдингера делает прогнозы с учетом определенных обстоятельств, и мы знаем, как их воспроизвести в лаборатории, мяч должен прийти в некое состояние. Состояние, когда не имеет никакого смысла даже такой вопрос, как «где мяч?». И все же, когда мы смотрим на площадку в подобной ситуации, мы неизменно видим наш баскетбольный мяч здесь или там, или где-то еще. Тот факт, что мы видим мяч в определенном месте, это описывается в научной фантастике, когда мы не можем даже вообразить, как он выглядит, и когда нет смысла спрашивать, где он находится. Так вот, факт, что мы всегда видим его в определенном месте, явное нарушение уравнений движения. Именно тут начинается проблема измерения. Наблюдаете, что-то происходит. Нет, ничего и не происходит. Супергерои используют суперпозицию. Мир из потенциальных линий реальности. До тех пор, пока мы не выберем. Герои выбирают, что хотят. Быть во многих местах, испытать несколько возможностей и остановиться на одной. Вопрос в том, как глубоко вы хотите залезть в кроличью нору. Ваш мозг создает множество возможностей в подсознании. Суперпозиция возможностей заложена в нем. Вы можете быть о них осведомлены. Они существуют в суперпозиции многочисленных вероятностей, которые спустя какое-то время становятся одной. Проектировать и планировать будущее или создавать мысль до ее появления. Отличный бросок. Но прадедушкой всего необъяснимого в квантовой науке является сцепленность. Если симметрия относительно обращения времени разрушает представление о времени, то сцепленность разрушает наше знание о пространстве. Два объекта, два электрона, созданные вместе, сцеплены. Отправим один из них на другой конец Вселенной. Теперь сделаем что-нибудь с первым, и другой электрон немедленно откликнется. Мгновенно. Итак, либо крайне быстро путешествует информация, либо электроны действительно связаны, они сцеплены.
И так как все было сцеплено в момент Большого взрыва, то это значит, что до сих пор все соединено. Пространство — это просто конструкция, дающая нам иллюзию, что объекты обособлены. Мы уже достаточно глубоко в кроличьей норе. Во многих лабораториях США вы сможете наблюдать объекты достаточно большие, чтобы видеть их невооруженным глазом, которые способны находиться в двух местах единовременно. Вы даже можете их сфотографировать. Если вы покажете кому-то снимок, то, полагаю, вам скажут: «Здорово, тут разноцветная клякса. Здесь вот вижу одну и вот другую. У тебя фотография с двумя пятнами, подумаешь». Суперпозиция существует до ее обнаружения. Здесь, в нашем фильме, я говорю «после обнаружения». При обычных обстоятельствах единичный объект, когда его обнаруживают, находится только в одном месте. Тем не менее, у материи есть такие состояния, которые стало возможным воссоздать сегодня, и при которых объекты могут пребывать во множестве мест одновременно. Не только в 2, но и в 3 тысячах мест. Такие состояния объектов изначально назвали конденсатами Боза-Эйнштейна. Они представляют собой единичные волновые функции, что означает единичные частицы. Но несмотря на то, что они единичны, волновые функции многопозиционны. Вы смотрите в камеру, вы их видите. Я вижу 2 объекта. Нет. Нет, это не 2 предмета, это один и тот же предмет в 2 местах. Хитрость в том, что это по-прежнему одиночная волновая функция. Не 3000 отдельных волновых функций. Это одна волновая функция. Одна частица. Не уверен в том, что у людей упадет челюсть, поскольку не думаю, что они действительно в это поверят. То есть не то, чтобы они сказали: «Вы обманываете» или «Ученые запутались». Я считаю, все так непостижимо, что вы даже не можете осознать, насколько это удивительно. Одна частица в 3000 различных мест. Если взвесить одну из них, вес составит 1/3000. Невозможно взвесить одну из них. Почему? Потому что это одна частица. Просто одна неделимая частица. Но если они находятся в разных местах, разве нельзя положить весы под одну из них? Нет, ее нельзя разделить. Это каверзная концептуальная часть. Там не 3000 отдельных частиц. Хотя и выглядит так. Верно? Можно посмотреть на нее, хотя вы не увидите ту, которая делится на 3000. Но вы можете взглянуть на простую частицу, у которой их 2, 3 или 4. В интернете вы найдете фотографии маленьких точек, перемещающихся в пространстве. Это разные части одного объекта. Они неразделимы. Это не 4 и не 6 разных объектов. Там одна волновая функция, один объект. Это просто взрыв мозга. Потому что, когда вы об этом думаете, вы говорите: «Ну нет, вот они здесь, очевидно же, 1, 2, 3. Нет, вы не можете оттащить одно от другой. Если попытаться сделать это, то все просто исчезнет. Вы же смотрели «Стар Трек»? «Телепортируй меня, Скотти». Похоже, вы знаете, что это значит на самом деле. Но нужно остановиться и вдуматься. Это один и тот же объект, и он находится в 2 местах сразу. А люди возятся в лаборатории и злятся на что-нибудь. Идут на ланч, потом домой. Живут, будто не происходит ничего удивительного. Разумеется, потому что так повелось. И в то же время прямо у вас перед глазами находится поразительное волшебство. Где тебя носит? У меня полная студия людей, но, господи, фотографа нет. Но где же она может быть? Похитили инопланетяне? Лох-Несско чудовище или свидание?
Мы взяли две простые черные коробки, наподобие этих. Внутри простая электросхема с несколькими диодами, генератором, памятью, резисторами и конденсаторами. Вот, собственно, и все. Обернули одну из них в алюминиевую фольгу и поставили в заземленную клетку Фарадея. Другую установили на столе перед 4 очень высококвалифицированными людьми, занимающимися медитацией. И они вошли в глубокое медитативное состояние, очистили атмосферу, сделали это место священным, используя процедуру очищения ума и своих стремлений. Затем один из 4 высказал особое намерение для этого устройства, чтобы повлиять на определенный показатель эксперимента. Им было увеличение или уменьшение кислотности воды на 1 единицу. Мы использовали устройство во всех экспериментах и неизменно добивались успеха. В процессе медитации все поддерживали того, кто высказывал определенные намерения, примерно в течение 15 минут. Затем все заканчивалось. Потом сформулировали дополнительное намерение, как бы для запечатывания данных в устройстве. Мы взяли коробку, которая была завернута в фольгу, упаковали и отправили более чем за 3000 километров в одну из наших лабораторий в Миннесоте. Как только она дошла, ее положили в заземленную клетку Фарадея. На следующий день мы проделали то же самое с другой коробкой. Эксперимент продолжался. Второе устройство достали из клетки, установили на расстоянии 15 сантиметров напротив первого и включили на время. И все. Спустя какое-то время мы поняли, что был еще один фактор. Мы обнаружили, что использование этих устройств, которые мы назвали электрическими устройствами с данными намерений, каким-то образом выводит пространство на более высокий уровень гармонии. И возник новый феномен. Таким образом, устройство работало. То есть нормальный показатель кислотности поднялся на единицу в соответствии с заложенной информацией. Или опустился. Изменение кислотности на 1 единицу может привести к смерти. Применительно к человеку, например. Генератор случайных событий — это как электронное подбрасывание монетки. Один из видов экспериментов с генератором случайных событий проводился сотни раз за 4 десятилетия, начиная с 60-х годов. Он воспроизводил только последовательность случайных чисел, 0 и единицы, как с подбрасыванием монетки. Просили кого-то нажать на кнопку, и генератор выдавал 200 цифр. Потом просили заставить генератор выдать больше единиц, чем 0. Изучив литературу, все сотни проведенных экспериментов, можно задаться вопросом, имеет ли значение то, что люди пытались повлиять на исход в пользу 0 или единицы? И конечный ответ — да, это имеет значение. Намерение как-то связано с тем, что выдает генератор случайных чисел. Если вы хотите получить больше единиц, он производит больше единиц. Поэтому, когда в квантовой физике говорят о совершенно произвольном и случайном процессе, то не учитывают необычайный эффект человеческой мысли или человеческого намерения. Многие люди смотрели по телевизору суд над О. Джей Симпсоном, поскольку в зале суда разворачивалась настоящая драма. Радин понял, что на заседаниях концентрируются сильные намерения. Он нанял группу психологов для наблюдения за этой драмой. В то же время Радин начал изучать поведение генераторов случайных чисел. И потом Радин обнаружил, что когда в зале суда усиливалась концентрация намерений, в это же время отклонение от случайности у генераторов чисел становилось чрезвычайно высоким. Естественно, это приводит к вопросу, влияют ли люди на реальность видимого мира? Не сомневайтесь, влияют. Каждый из нас воздействует на видимую реальность. Даже если мы пытаемся спрятаться и разыгрываем из себя жертву, мы все равно делаем это. Скажи, где ты? Ладно, хорошо, но скорее, прошу. А то голова от этих моделей болит. 10 минут.
Наша выставка в метро прибыла из Японии от мистера Масаро Эмото. Мистер Эмото сильно заинтересовался молекулярной структурой воды и тем, что на нее влияет. Вода самый восприимчивый из 4 элементов. Послание от воды. Мистер Эмото предположил, что вода отреагирует и на нематериальное воздействие. Он провел серию исследований, применив умственную стимуляцию, и сфотографировал воду в микроскоп. Для образцов мы разлили по 5 кубических сантиметров воды, 50 чашек Петри. Потом замораживали воду при температуре минус 25 градусов в течение 3 часов. Потом взяли образцы и поставили их в холодильник с температурой минус 5 градусов. Там же были установлены микроскоп и камера. После этого сфотографировали каждую каплю воды отдельно. Сначала мы засняли воду, в которой не содержалось никакой информации. Затем взяли воду с информацией и проделали то же самое. Мы сделали фото до и после воздействия и сравнили разницу. Когда мы спроецировали на воду чувство любви и благодарности, то получили самые красивые кристаллы. Благодаря таким мгновениям я понимаю, что в воде заключен мир. Первый снимок — картина воды с плотины Фудживара. А это изображение той же воды после благословления монаха дзен-буддиста. В следующей серии фотографий мистер Эмото напечатал слова, которые он наклеил на бутылки с дистиллированной водой и оставил так на всю ночь. Первая фотография — чистая дистиллированная вода, как она есть. Следующие снимки, как видите, различаются. Здесь чи или энергия любви. Теперь мы переходим к «спасибо». Вы видите, здесь на бутылке приклеено это слово. Ну, вы и так знаете, если читаете по-японски. Мистер Эмото говорит о мысли или намерении, являющейся движущей силой всего этого. Науке неизвестно, как это на самом деле влияет на молекулы воды. Об этом знают только сами молекулы. И это потрясающе, если вспомнить, что мы на 90% состоим из воды. Заставляет задуматься, правда? Если мысли могут сделать такое с водой, представьте, что они творят с нами. Один из интереснейших экспериментов с генератором случайных событий произошел совершенно неожиданно. Исследователи из Принстона решили выяснить, можно ли повлиять на генератор после того, как он сработал. Они изменили эксперимент, использовав вместо компьютера с экраном аудиозапись, созданную на компьютере. Они записали случайные щелчки в левом и правом динамиках. Включили запись так, чтобы ее никто не услышал. То есть она уже была проиграна. Положили в сейф, потом дали проигранную запись участнику эксперимента и сказали: «Забери домой, послушай и сделай так, чтобы в левом динамике было больше щелчков, чем в правом. Направь туда свое намерение». Человек так и поступил, вернул запись, и они ее снова воспроизвели, как и ту, что оставалась в сейфе. Обнаружили, что записи одинаковы, на обеих в левом динамике больше щелчков, чем в правом. Что же там произошло? Это ведь не было так, что участник воздействовал в тот же момент, когда слушал запись. Его мысли и намерения как бы вернулись обратно в прошлое и повлияли на момент создания. Большинство людей не влияет на реальность основательно и постоянно, поскольку не верят, что способны на это.
Независимо от того, как мы наблюдаем, мир вокруг нас — то, что это отражает. И причина, почему в моей жизни, к примеру, не хватает радости, счастья и полноты, в том, что именно на этих вещах я не фокусируюсь. И если мы жертвы, следует спросить себя, может, я мыслю как жертва? И если я постоянно сталкиваюсь с неудачами, несчастными случаями и трагедиями, возможно, это потому, что мое мышление настроено воспринимать жизнь подобным образом. И поэтому так происходит. Почему я не могу добиться успеха? В основном потому, что не умею фокусироваться. В среднем человек теряет нить внимания каждые 6-10 секунд в минуту. Когда вы желаете сосредоточиться на своем намерении, вы должны стать единым со своим разумом. Поэтому древние оккультные практики учили людей фокусироваться на пламени. На пламени свечи, например. Так вы учитесь направлять внимание в очень узкое русло, увеличивая тем самым интенсивность энергии. Ум состоит из слоев, так же, как и Вселенная, от поверхностного до глубокого. И если мы используем разум на поверхностном уровне обычной мысли, то наша сила ограничена. Мы вряд ли сможем переместить пылинку на поверхности стола без помощи рук. Сознание может быть слабым, но на самом глубоком уровне сознание создает Вселенные. Но мы всегда спрашиваем себя, не так ли? Когда хотим, чтобы у нас получалось исцелять людей, воскрешать мертвых, насыщать 5 хлебами, мы постоянно задаемся вопросом, почему мы не можем этого сделать? Но мы никогда не задаем вопрос, на который бы не знали ответ. И ответ звучит так. Мы не можем, потому что не верим. Мы обусловлены своими ежедневными заботами, состоящими из личных предпочтений, которые нас и определяют. У нас никогда нет времени беспокоиться о чем-либо, кроме собственных эмоциональных пристрастий. Привет! Как съемка? Тухляк. Твой босс звонил. Он беспокоится о тебе. Аманда, хочу сказать тебе спасибо, что позволила здесь мне остаться. Знаю, я иногда уж слишком, и было трудно после Боба и всего этого. Ты такая чудесная, то есть я тут устраивала беспорядок. Конечно, я потом убираю, но все-таки это не твой стиль. Иногда я думаю, ты делаешь меня более нормальной. Я? Если я сделаю кого-то нормальным, пиши пропало. В общем, я приготовила кое-что для тебя. Подарок в благодарность. Открывай. Я перебрала твои фотографии и выбрала из них свои любимые. Это заняло целую вечность, так много хороших. Это для всех прекрасных фотографий, которые еще будут. У меня был странный день. Спасибо. Спасибо. Зачем мы здесь? Если мысли могут сделать такое с водой, чьи любви? Представьте, что они творят с нами.
Из чего состоят мысли? Материальны ли они? Это сон, который я вижу. Так же, как во сне вы видите разных персонажей, которые появляются и говорят с вами. Есть возможность перейти на другой уровень сна, где вы сами становитесь каждым из персонажей. Путешествовать во времени вперед и назад. Время относительно. Назад в прошлое, обратно во времени, и затем вперед в будущее. Время не абсолютно. Симметрия относительно обращения времени. Разумеется, мы можем путешествовать во времени. Совершенно неожиданно. Квантовое поле существует. Настоящий опыт. Мы живем буквально в разных мирах. Есть и макроскопический, видимый мир. Есть клеточный мир, мир наших атомов, атомных ядер. Это абсолютно разные миры, имеющие свой язык, свою математику. Они не просто меньше, они действительно отличаются и при этом взаимодействуют. Ведь я и есть мои атомы, но я есть и клетки собственного тела, и я моя видимая физиология. Все это правда. Просто есть разные уровни правды. Самый глубокий уровень правды, открытый учеными, это фундаментальная правда о единстве. На самом глубоком, субъядерном уровне нашей реальности вы и я в буквальном смысле одно целое. Это постепенно привело к осознанию, что есть невидимая связь, соединяющая все. Физики дали этому название, наименовали это сцепленностью. По словам Эйнштейна, он не верил в истинность квантовой механики, потому что она требует сверхъестественных действий на расстоянии. Так он сам выразился. Он подразумевал, что когда мы воспринимаем структуру реальности нашими обычными чувствами, нам кажется, что два этих места находятся в пространстве. Они разделены и никогда не сойдутся. Но на самом деле это неправда. На более глубоком уровне, который мы не видим вооруженным глазом, два места в пространстве есть одно. Они совмещены и сосуществуют. Если представить, что под здравым смыслом понимается то, с помощью чего чувство сообщает о мире, так вот, если мир устроен подобным образом, тогда наши душевные и мистические переживания не имеют смысла, поскольку суть этих переживаний и то странное, что в них есть, заключается в ощущении, будто происходящее в вашей голове связано с чем-то в пространстве и времени. Квантовая механика подтверждает такую точку зрения, воссоздавая нечто подобное этим странным переживаниям. Меняется взгляд на то, как информация оказывается у вас в голове. Не с помощью каких-то сигналов или сил. Ваша голова в известной мере здесь, но и в то же время она как бы простирается сквозь пространство и время. Так что если я способен на телепатию с кем-либо, это не потому, что я выпрыгиваю и беру у того человека информацию, а потому что на некотором глубинном уровне мой разум и разум другого совмещены. Мы сцеплены на все то время, пока общаемся телепатически. Эти переживания так поразительны. Я буквально могу читать ваши мысли, если у нас есть сцепление. Такие вещи имеют место. На расстоянии проводятся эксперименты, когда вы видите вспышки света. И ваш потенциал головного мозга улавливает рисунок вспышек. Это вызванный мозговой потенциал измеряется электроэнцефалографом, подключенным к мозгу. Я сижу в другом месте, там никаких вспышек, я не могу видеть вас. Однако мой мозговой потенциал связан с вами при помощи намерения. Я намереваюсь напрямую связаться с вашими переживаниями. Намерение дает мне способность одновременно с вами получить такой же мозговой потенциал в своем мозгу. Впервые это было сделано Хакаба Гинзбергом в Университете Мехико и теперь повторяется Питером Фенвиком в Лондоне. День должен стать рассветом, началом новых великих размышлений. Я просыпаюсь утром и сознательно творю свой день таким, каким хочу, чтобы он стал. Иногда из-за того, что в уме я просчитываю вещи, которые мне нужно сделать, мне требуется немного успокоиться и сосредоточиться на том, как я намерен провести свой день. Но есть еще кое-что. Когда я создаю свой день, откуда ни возьмись, возникают небольшие события, которые необъяснимы.
Я знаю, что они являются результатом планирования моего дня. Чем чаще я так делаю, тем крепче выстраивается нейросеть в моем мозгу. И то, что я допускаю вероятность этого, дает мне силу и интенсивность повторить снова. Все мы создаем наши собственные реальности. Мы делаем это, поскольку мы наблюдатели. Каждый из нас наблюдатель своей реальности. И каждое из наших индивидуальных сознаний создает собственную неповторимую реальность самым удивительным способом. Мой сын Эван, физик, говорит, что это аддитивность или сложение. Я удерживаю одну реальность, а кто-то другую. Ну, к примеру, завтра состоится суперкубок. И реальность команды «Орлы» отличается от реальности команды «Патриотов». И только одна из реальностей будет реализована. Здесь и аддитивность, и интерферационный узор. Если мы будем придерживаться простого представления из квантовой физики, доступного для неспециалиста, что наблюдение — это прямое воздействие на мир, то, я думаю, люди смогут начать практически заниматься освоением наблюдения. Смотрите, субатомный мир реагирует на наши наблюдения, но в среднем человек теряет концентрацию внимания каждые 6-10 секунд в минуту. Для продолжительного внимания остается не очень-то много. Как же может получить большой отклик тот, кто не способен даже сконцентрироваться? Возможно, мы просто плохие наблюдатели. Возможно, мы не овладели мастерством наблюдения. Может, нужно просто его освоить. А может, мы настолько поглощены внешним миром, его раздражителями и реакцией на них, что мозг работает в режиме отклика, а не созидания. Если мы получили правильные знания и понимание, а также надлежащую инструкцию, то обязаны увидеть ощутимую отдачу в своей жизни. Когда вы приложите усилия, чтобы сесть и спроектировать новую жизнь, и это станет для вас важным, и каждый день вы будете подпитывать это, как садовник свои растения, то получите плоды. Мы управляем голографической установкой. Мы взаимодействуем с ней. Она универсальна, вы сможете создать все, что вообразите. И вы узнаете, что намерение заставляет вещи материализоваться, если вы достаточно осознаете себя. Что же такое сознание? Что есть сознание? Сознание — трудная для определения вещь. Что есть сознание? Откуда оно взялось? Люди пытаются объяснить сознание, выяснить, что это такое и что оно значит для нас, как для людей. Почему оно вообще у нас есть? Простое определение. Оно имеет отношение к осведомленности, в частности, к осведомленности о самом себе. Как минимум, у людей есть самосознание. Когда мы смотрим в зеркало, то понимаем, что это мы, а не другой человек или животное. А вы думаете, наука знает больше? О таком щекотливом вопросе, как сознание, на которое навешаны ярлыки культов, религий, вуду и прочего? Сознание вывели за пределы вопросов классической и квантовой физики по элементарной причине. Так намного проще. Лучший в своем деле Фрэнк Скайлер. Бракосочетание Филипповских и Юмански в церкви Святого Павла в 2 часа. Ненавижу свадьбы. Свадьба? Ну, Фрэнк, Хорошее задание, если посмотреть по-другому. что там смотреть? Я согласен, они согласны. Боже, Аманда, ты живешь прошлым, всем, что с тобой уже произошло. Ты ненавидишь церкви, свадьбы, ненавидишь парней. Сознание, у нас большие трудности с его определением. Для меня это промежуточный этап вхождения духа в плотную материю. Но нам еще очень, очень долго предстоит расти, прежде чем вопрос, познаем ли мы Бога, станет для нас значимым. Большинство людей считает Бога величественной фигурой с белой бородой, изучающей человечество с небес. Земля рассматривается как площадка для испытаний, куда нас временно поместили.
И Бог смотрит сверху, отмечая в своем ноутбуке, исполняем ли мы Его замыслы, или мы разгневали Его, как говорится. Такое представление не оправдано. Как мы можем разгневать Бога, того Бога, в которого верят люди? Какое это может иметь для Него значение? Как Он может считать это настолько серьезной ситуацией, что обрекает нас на вечные страдания? Странные идеи. Но, очевидно, они оказывают огромное влияние на страхи, ограничения и неуверенность людей. Поэтому религия столь эффективна, умышленно или нет, играя на человеческих страхах. Людей легко подчинить, когда они напуганы перспективой вечных страданий. Как, руководствуясь лишь 10 заповедями, создать разум, который выйдет за пределы пространства и времени? Нет, мы слишком заняты контролем собственных эмоций, чтобы даже просто мечтать о безграничных возможностях. Может, это всеобщий заговор? Даже несмотря на то, что многие люди давно отбросили атрибутику веры, они продолжают жить на основе религии. И они не подозревают о том, что вся их концепция устройства реальности основана на религии. Так что, пока вы не выйдете из этой системы, вы не сможете достичь цели эволюционной перспективы. Одна из проблем устоявшихся религий — чувство разобщенности. То есть хорошо быть только протестантом или католики — единственные, кто знает истинный путь. И я думаю, наше сегодняшнее понимание квантовой физики — это понимание полного единства, поэтому мы обязаны вывести нашу духовность из чувства единства. Начало путешествия в духовность — вопрос, почему я все время чувствую себя обособленным? Разговор о Боге всегда подразумевает пожилого человека с белой бородой, сидящего на облаке, который судит, наблюдает, наказывает, награждает или отдает приказания. Встав на эту тропу, вы полностью исключаете для себя путь духовной эволюции и развития. Для людей, не желающих взрослеть, для тех, кто хочет, чтобы за ним приглядывал грозный родитель в небесах, главный соблазн — попросить Иисуса: «Сделай это для меня. Если я поверю в Иисуса, Он избавит меня от грехов и позаботится обо мне, и все будет хорошо». Но Иисус не может съесть вместо меня обед и не может родиться вместо меня. И Он не может меня спасти, потому что мы говорим не о том, чтобы нас кто-то спас, Бог или кто бы то ни было. Мы говорим о личной эволюции. Единственная причина привычки к религии — способ избежать ошибок. Ослабляет ли это величие Бога? Нет. На самом деле это убирает преграды и позволяет Богу быть вечным, абсолютным. Закон, данный нам, тот же, что и закон, управляющий людьми на Сириусе. И точно такой же, как для туманности, розетка. Вы знаете, в телескоп Хаббл наконец стали видны галактики невообразимой красоты, к которым мы тянемся всем своим сердцем и разумом. Ведь так захватывающе познакомиться с жизнью, обладающей разумом большим или, наоборот, меньшим. Где пределы этого? Они существуют? Их нет. Мы не хотим брать на себя ответственность. Мы не хотим принимать свое величие. Поэтому любая система мышления, религиозная или другая, может очень легко сыграть на нашей неуверенности и уверить нас в том, что все хорошо, что о нас позаботятся. Мы это проглатываем. Но не вините религию. Вините нашу неуверенность, которая позволяет религии процветать. Именно неуверенность позволяла отнимать у нас силу и власть на всем протяжении истории.
Вот почему мы не можем из этого выбраться. А теперь я представляю вам мистера и миссис Ричард Бак Филипповски. Переживая в настоящем нечто, являющееся спусковым крючком события, значимого для нас эмоционально, мы становимся более оторванными от реальности, в которой пребываем. Когда вы спите, в вашем мозгу происходит нечто подобное грозе. Электрические разряды пронизывают насквозь синаптические небеса и землю нашего бытия, создают в нашем теле химические соединения, чтобы подготовить его к победам, достижениям, к эмоциональным удовольствиям. Но не было бы никаких побед, никаких удовольствий, если бы не существовало той голограммы и той химии, что сделали нас, или скорее изменили нас, превратив из испуганных объектов в бесстрашных субъектов, вдохновленных мечтой. Лобная доля — это венец человеческого мозга. Лобная доля. Именно лобная доля позволяет нам различать, меняя наш разум. Работа нервной системы и определенный способ, которым она осуществляет квантовые эффекты, очень четкий, конкретный способ, не расплывчатый, без неточностей, открывает дверь для возможности свободного выбора. Это не противоречит современным научным догматам и согласуется в известной мере с субъективным ощущением людей, что у них есть свобода воли. Что отличает нас от других видов? Соотношение лобной доли к остальному мозгу. Лобная доля — область мозга, которая отвечает за твердое намерение, за принятие решений, за контроль над поведением, за вдохновение. Этот участок побуждает нас получать информацию из окружающей среды, обрабатывать ее и хранить в мозгу для принятия решения или выбора, отличающихся от тех, что мы делали в прошлом. Мозг состоит из нервных клеток, нейронов. У них есть ответвления, связанные с другими нейронами, образующими нейросеть. Место, где нейроны соединяются, становится мыслью или воспоминанием. Мозг строит свои понятия по закону ассоциативной памяти. Идеи, мысли и чувства сконструированы и вплетены в нейросеть. И все имеют отношение друг с другом. К примеру, понятие о любви также хранится в обширной нейросети. Но мы строим свое представление о любви из многих других идей. У некоторых людей любовь связана с разочарованием. Когда они думают о любви, они чувствуют боль, грусть, злость и даже ярость. Ярость может быть связана с болью, а та с определенным человеком, который ассоциируется с любовью. Если наблюдение можно рассматривать как квантовое измерение, то можно сказать, что оно формирует память. Мы всегда что-то ощущаем после отражения этого в зеркале памяти. И именно отражение в зеркале памяти дает нам чувство собственного «я», понятие «кто я есть». Мозг не знает различия между тем, что он видит в окружающей среде и в своей памяти, потому что задействованы одни и те же нервные сети. Мы знаем из физиологии, что нервные клетки связаны и активизируются синхронно. Повторяя что-то снова и снова, вы устанавливаете для них постоянное взаимодействие.
Если вы каждый день сердитесь, расстраиваетесь, испытываете страдания, если находите причины чувствовать себя жертвой, вы поддерживаете и воссоздаете эту нейросеть. И у нее теперь есть устойчивые отношения с нервными клетками, формирующими личность. Мы также знаем, что нервные клетки, которые долго не задействованы, отсоединяются. Они теряют свое взаимодействие. И каждый раз, когда мы прерываем процесс мышления, что порождает химическую реакцию в теле, те нервные клетки, которые связаны, разрывают свои отношения. Практикуясь в умственных упражнениях, а наши навыки позволяют нам это, мы видим, как в результате усилий формируется мозговая активность. Если мы принимаем эту идею, она позволяет нам делать все гораздо более уверенно и с большим принятием. По сути своей, это не отличается от молитвы. Видите ли, ни один религиозный текст не говорит, что мысли не имеют значения. Нет такого религиозного текста, который говорил бы, что Бог не ответит на вашу просьбу и на ваше устремление. Но объяснение, как это происходит, и есть принцип наблюдения в квантовой физике. Тем не менее, если мы сможем сделать мысль более реальной, чем что-либо другое, а наш мозг для этого предназначен, то лобная доля с ее огромным объемом — это алтарь, на который мы помещаем мысли. Это позволяет нам удерживать мысли в течение длительного времени и снижает объем внешних стимулов. Мы теряем путь во времени и пространстве. И в этот момент мы вступаем на квантовое поле, а в этот момент мы делаем мысль реальней, чем что-либо другое. Мы состоим из физики, химии и эмоций. Это неплохо. Это ограничивает, когда у нас изо дня в день реализуются одни и те же эмоциональные реакции и установки, и когда мы перестаем меняться или развиваться. Как мы можем говорить о том, что живем полноценной жизнью, просто выражая одни и те же эмоции, к которым привыкли? Что происходит на самом деле? Нам нужно подтвердить, кто я, какова моя личность, я должен что-то делать, идти туда-то, быть тем-то. Хозяин — это нечто совершенно иное. В каждом дне он видит безграничные возможности. Создание путей реальности, неизведанных эмоций, неизведанной действительности. Так что день становится зачатием бесконечного завтра. Существует отдел мозга, называемый гипоталамус. Он похож на мини-фабрику, место, где вырабатываются определенные химические вещества, соответствующие эмоциям, которые мы переживаем. Эти вещества называются пептидами. Они составляют последовательность аминокислот. По большому счету, тело — установка, производящая 20 видов аминокислот, которые образуют его физическую структуру. В гипоталамусе протеины меньше определенной массы называются пептидами. Они составляют нейрогормоны, которые соответствуют нашим повседневным эмоциональным состояниям. Одни отвечают за гнев, другие — за печаль, третьи — за то, когда вы чувствуете себя жертвой. Есть гормоны вожделения. Химические вещества соответствуют каждому эмоциональному состоянию, которое мы переживаем. И в тот момент, когда мы испытываем чувства, в нашем теле или в нашем мозгу, гипоталамус мгновенно производит пептиды, отвечающие за эмоции, и выпускает их через гипофиз в кровь. Как только они попадают в кровь, то направляются к различным железам, разным частям тела. У каждой клетки тела есть внешние рецепторы. У одной клетки может быть 1000 рецепторов, расположенных на ее поверхности. Это нечто вроде ее связи с внешним миром. И когда пептид закрепляется на клетке, он становится буквально ключом, вставленным в замок. Он прикрепляется к поверхности рецептора и раздражает его, будто звонит в дверь, посылает в клетку сигнал. Пора повеселиться.
Происходящее во взрослой жизни для большинства из нас, у кого что-то не получалось в прошлом, заставляет эмоционально отстраняться, как если бы мы действовали, вот и сегодня — это вчера. Что это? Смесь. Изменение себя означает отказ от прежнего «я». Это значит, что мы должны оставить нашу личность позади на какое-то время и начать обдумывать то, кем мы можем стать. Измениться значит преобразовать наше поведение настолько, чтобы это осталось навсегда. Наш опыт окрашивает то, что нам известно. Так что не существует абсолютно объективной оценки чего бы то ни было, поскольку то, как мы все оцениваем, зависит от нашего прошлого опыта и наших эмоций. Все несет в себе эмоциональный груз. Наше понимание эмоций начиналось с понимания их как неких духовных, нематериальных вещей. И пришло к знанию, что это даже не вещи, а молекулы с молекулярным весом, пептидами, с последовательностью и структурой. Науке известно, что гипоталамус производит нейропептиды, являющиеся мощными химическими веществами. Вот рассказ про пептид и клетку. Пептиды находят рецепторы, стыкуются с ними и закрепляются. Они могут отсоединиться, потом вернуться. В то время, когда они присоединены к клетке, они меняют ее. Рецептор, на котором сидят пептиды, запускает каскад биохимических явлений. Некоторые из них изменяют ядро клетки. Каждая клетка жива, у каждой есть сознание. В частности, если определять сознание как точку зрения наблюдателя. У клетки всегда есть видение. Она знает, где находится, куда направляется, какие протеины производит, собирается ли делиться или прекратить деление. Фактически, клетка — это наименьшая единица сознания в теле. «Я хочу есть!» Клетки кричат мозгу, говоря: «Мы голодные». Мы еще не получили свою дозу, и сигналы начинают поступать в мозг. А мозг формирует образы, как будто у вас в голове звучат голоса. «Я хочу есть». Подумайте, почему мы впадаем в депрессию. По какой причине мы смущаемся, почему страдаем. Тело сообщает мозгу о том, что не получает необходимых химических веществ. Тогда мозг активизируется и воспроизводит прошлую ситуацию как картинку, вспыхивающую в лобной доле. Да, нам насобирали целое блюдо. Да, еще, еще. Да. Мое определение зависимости очень простое. Что-то, чего вы не можете остановить. И что приводит нас в ситуацию, которая утоляет биохимический голод клеток, создав условия, соответствующие химическим потребностям. Это постоянно со мной случается. Почему? Так что мое определение означает, если не можете контролировать эмоциональное состояние, значит, вы зависите от него. Всегда что-то не так. Все не так. Люди, которых мы любим, это те, с кем мы хотим разделить свои эмоциональные потребности, свои чувства, какими бы они ни были. Сексуальные, или ощущение себя жертвой, бедные, несчастные. Либо власть над вами, либо вам самому надо контролировать. Не макайте в соус надкушенной креветкой. Иди к черту со своей гигиеной. Я сестра невесты. Захочу, макну в соус в задницу. Пойди туда и поухаживай за всеми, чтобы у каждого была полная тарелка. Веселимся, веселимся. Не хочешь ничего делать? Мы вам покажем, чего хотят женщины. Что такое реальность? Что такое реальность? Что есть реальность?
Ученые провели эксперимент на лабораторных животных. Подключили электроды к тем участкам мозга, которые производят нейропептиды. Они являются такими мощными химическими веществами, что лабораторные животные быстро обучились нажимать кнопку, стимулирующую выброс этих веществ, нейропептидов. Животные предпочитали выброс нейропептидов чаще, чем утоление голода, сексуального желания, жажды, потребности во сне. Фактически это довело бы их до истощения и уничтожило бы, прежде чем они стали беспокоиться о себе физически. То же самое делает стресс с нашим телом. Мы так привыкли к стрессу в своей жизни, что не можем уволиться с работы, даже если она нас не устраивает. Не можем прекратить отношения, когда они тоже не устраивают нас. Мы не можем сделать выбор, поскольку стимулы и реакции производят химию, затуманивающую наш выбор. И мы не отличаемся от собаки, у которой нет возможности сделать выбор из-за меньшего размера ее лобной доли. И как кто-то может говорить, что любит другого человека? Например, любовь для них — это предвкушение тех эмоций, от которых они зависят. Потому что тот же человек может на следующей неделе впасть в немилость, не оправдав ожиданий. Джордж! Джордж! Аманда. Как ты не видишь, черт возьми? Нет, вы неправильно поняли. Это у фотографов такая шутка. Продолжайте. Музыка? Все нормально? Ну, я видела, как жених уединился с девушкой. Когда? Только что. Я был женихом. Я умею читать по губам. Извините. Я был женихом прямо недавно. Он любит балет. Где? Семейство Поллоков. Они все похожи в смокингах. Каждый втайне авантюрист. Все любят приключения. Нужно только сделать первый шаг. И когда наступает момент озарения, несущий концентрацию и некий призыв, клетки тела оживляются как бы от предчувствия вероятности, неизведанных возможностей. Они оживляются грядущей историей или шансом, который может завести еще глубже в кроличью нору. И если люди переживут и осмыслят трудности, мистику и вероятность того, что когда они выберутся из кроличьей норы, то станут другими людьми. Тогда, вернувшись в свой мир, поскольку они переработали информацию, и у них в мыслях и в мозгу остался след, их восприятие мира уже никогда не будет прежним. Как мы можем говорить о том, что живем полноценной жизнью, просто выражая одни и те же эмоции, к которым привыкли? Хозяин — это нечто совершенно иное. Выпьем? В каждом дне он видит безграничные возможности создания путей реальности, неизведанных эмоций. Так что день становится зачатием бесконечного завтра. За жениха! За жениха. Как дела, ребята? Ничего, привет. Чего желаете? Тёлок, готовых на все.
Да, это психосоматическая сеть, и некоторые из нас, в частности, мальчики-подростки, знаете, они управляемы нижними центрами. Глаза не контролируют молекулы эмоций, они скорее, не хочу говорить, но в их власти. Но быстрые движения глаз, помогающие нам решить, на чем сфокусироваться, являются посредниками среднего мозга, где также находятся опиатные рецепторы и рецепторы для других пептидов. Так что Поиск. Тёлка готовая на все. команда поиска связана с вполне определенным эмоциональным состоянием. Корова. Корова. Сбой в системе. Боже, она на меня не клюнет. Мама! Какого дьявола вы ждете? Вперед, трусишки! Господи, не могу поверить, что ты... Да ладно, бросай, просто отойдите с дороги. Привет. Давай, детка, ты знаешь, что хочешь этого. Нет, не смотри так. Как насчет сексуально озабоченных? На самом деле, секс — изобретение, позволяющее нам видеть будущее. Подумайте пока об этом. Привет, здоровяк. Мама! У тебя в кармане ракета или просто рад меня видеть? У тебя горит свет, но тебя нет дома. Ты не слушаешь свой разум. Твое сердце в нетерпении. Тело лихорадит. Тёлка плюс бык. Отмена. Супер тёлка. Я хочу услышать польку. Все здесь хотят послушать польку. Не бывает польской свадьбы без польки. Нет, оставьте в покое. Оставьте в покое. Уберите руки. Где это видно на польской свадьбе без польской музыки? Руки от моего оборудования. Не бывает польской свадьбы без польки. Когда сбиваешься с пути, когда не на что опереться,
Ты найдешь сад, запущенный и неприглядный. Наш разум в буквальном смысле создает наше тело. Но все начинается с клетки. Кто дает клеткам приказ? Приказы приходят из нейросети в нашем мозгу и базируются на нашем опыте и информации, которую мы когда-то туда загрузили. Мы используем нечто вроде ящика с готовыми решениями, запускающего химические реакции. Поэтому, чтобы изменить химические реакции тела, нам придется изменить нейросеть, а это значит изменить нашу личность, изменить наши установки, то есть способ, которым мы взаимодействуем с окружающим миром. И каждый раз, оставаясь неизменной личностью и переживая одни и те же установки, все, что мы делаем, это укрепляем самих себя как личность. Я читала лекцию в женской тюрьме. Там были героиновые наркоманки. Я рассказала им о том, что у них есть рецепторы для героина, и что чем больше они его принимают, тем быстрее в организме уменьшается способность производить эндорфины, свой собственный героин. Рецепторы становятся слабочувствительными, или их число снижается вообще. Происходят реальные изменения. В результате новой информации мозг производит все меньше клеток. При любых видах зависимости люди застревают в старых рамках. Умственная жизнь людей контролируется их болью, поэтому все, что они воспринимают, окрашивается той болью. И иногда то, как они реагируют, все, что они делают, диктуется этой болью. Одно из свойств рецепторов — способность изменять свою чувствительность. И если какой-нибудь рецептор на протяжении долгого времени подвергается интенсивному воздействию лекарства или гормона, он в буквальном смысле сжимается, становится меньше. Либо он становится малочувствительным или плохо управляемым. И со временем то же количество лекарства или гормона вызывает куда более слабый отклик. Нет, нет! Если изо дня в день бомбардировать клетки одними и теми же установками или лекарствами снова и снова, то когда клетке придет время делиться, она произведет сестринскую или дочернюю клетку, у которой будет больше рецепторов, отвечающих на определенные виды эмоциональных нейропептидов, и меньше рецепторов для витаминов, минералов, питательных веществ, баланса жидкостей, даже для выведения отходов и токсинов. Старение — это результат нарушений в производстве белков. Что происходит, когда мы стареем? Наша кожа теряет эластичность, а за нее отвечает белок эластин. Что происходит с нашими энзимами? Пища переваривается хуже. Что с жидкостью в суставах? Она тоже из белка. Мы становимся хрупкими и негибкими. Наши кости истончаются. Так что старение — это нарушение в производстве белков. Тогда встает вопрос, неужели так важно, что мы едим? Действительно ли питание имеет такое значение, если рецепторы после 20 лет принятия эмоциональных ударов вообще утрачивают способность усваивать питательные вещества, необходимые для здоровья? Если мы хотим узнать мысли человека, лучше всего у нас это получится после того, как мы узнаем его привычки.
Из их непрерывности в течение более 24 часов в спектре эмоций, которые он выражает при помощи тела, мы можем узнать его мысли. Ненавижу тебя. Мы никогда не воплощаемся в людей, любящих себя. Мы всегда возвращаемся к ситуациям, из-за которых себя ненавидим. Я ненавижу тебя. Идиотка! Тряпка! Посмотри на себя, ты уродина! Ничтожество! Ты стареешь! Я ненавижу тебя! Заставляет задуматься, правда? Если мысли могут сделать такое с водой, представьте, что они творят с нами. Никто к вам не подошел и не научил обоснованному, разумному пониманию вашей собственной красоты, того, как вы вырабатываете ее внутри себя. Почему у вас есть привычки? Потому что ничего лучше вы не знаете. Вы не мечтали ни о чем лучшем, потому что никто никогда не учил вас мечтать о чем-то лучшем. Есть данные, что пристрастие людей к кокаину, героину, никотину, алкоголю. У всех этих веществ есть одна особенность. Они блокируют рост новых клеток мозга. И все же он может быть полностью восстановлен после прекращения употребления наркотиков. Обломчик. Если вы не видите ловушек, то будете попадать в них снова и снова. Потому что если вы их не замечаете, они становятся вашим единственным обучением. Только они — ваш путь понять нечто новое. Так что Вселенная доставляет эти вещи прямо к вашей двери. И благодаря им вы чему-то учитесь, если захотите над ними поразмыслить. Подумать, выйдя за пределы ограничивающего ума. Можешь? Вот это да. Одолжить немного зубной пасты. Спасибо. Когда я говорю «мы исчезаем», я не имею в виду, что мы исчезаем физически. Я подразумеваю, что мы выходим за ту часть мозга, которая связана с нашей индивидуальностью, с нашими ассоциациями с людьми, местами, вещами, временем и событиями. Мы не существуем в ассоциативных центрах нашего мозга, которые подтверждают нашу индивидуальность, нашу личность. Теперь у нас есть научные данные, подтверждающие, что делают с нами мысли и как они ослабляют наши тела. Многие ученые исследуют это. Наука о мышечных движениях показывает, что мысли ослабляют ваше тело.
И мысли в значительной степени создают вашу реальность, то, каким вы себя считаете. Если вы полны, но считаете себя прекрасным, вы и будете прекрасны. Но большинство из нас, женщин, сравнивает себя с неправдоподобными образами, начиная от Барби и заканчивая моделями. И мы думаем, что наша ценность в том, как мы выглядим, как нас воспринимают другие. Мы стремимся к недостижимым стандартам. Что относится к вашим эмоциональным пристрастиям, все эти фильмы, драмы, новости и СМИ, которые сегодня столь притягательны, обеспечивая людей впечатлениями, которых бы они иначе не пережили. И все же, это не характеризует величие человека. Люди так загипнотизированы своей средой, средствами информации, телевидением, другими людьми, которых они идеализируют. Каждый борется, чтобы стать тем, кем никто стать не может, если говорить о физических свойствах и определениях красоты и героизма, являющихся иллюзией. И большинство людей сдаются и пребывают во власти серости. Они живут такой жизнью, когда их истинные желания могут никогда по-настоящему не выйти на поверхность, чтобы они захотели стать кем-то иным. Но если желания всплывут на поверхность, и они спросят себя, есть ли нечто большее, или почему я здесь, в чем смысл жизни, куда я иду, что будет, когда я умру, они начинают задавать такие вопросы. Они начинают заигрывать и взаимодействовать со своим восприятием, так что даже могут дойти до нервного срыва. В действительности их старая концепция о том, как устроена жизнь, начинает рассыпаться на части. Поэтому немногие пускаются в такое путешествие. Это выбивает из колеи, а шаблоны, по которым они жили, должны разрушиться. Нам нужно освободить самих себя на этом пути. Иногда бывает трудный период между прежним комфортом и истинным состоянием комфорта, когда мы становимся владыками своего бытия, комфортом, который следует за периодом хаоса. Многие люди, попадая в хаос, теряют надежду и возвращаются к прежним безопасным мыслям. Они будут вести разумную жизнь и умрут в некоем подобии покоя. Но они никак не продвинутся духовно в этом эксперименте, называемом жизнью. Мы попадаем на совершенно новую территорию нашего мозга. И поскольку она новая, мы заново строим свой мозг, буквально перестраиваясь на новое мировоззрение. В итоге это меняет нас изнутри. Изменив разум, я изменю возможности. Изменив возможности, я поменяю свою жизнь. Почему я не могу измениться? К чему я привык? Что потеряю из того, к чему химически привязан? Каких людей, места, вещи, времена или события, к которым я привязан и которые я не хочу терять, потому что из-за этого я могу пережить синдром отмены. Вот в чем беда человека. Жизнь — лишь страница в огромной книге, в которой мы всегда будем теми, кто мы есть. Но всегда с врожденной потребностью, в страстном стремлении, которое ведет нас от зудящей скуки рефлексии и ненависти к себе к воплощению новых мечтаний. А мы честолюбивые божества.
Это единственная планета в Млечном Пути, у жителей которой существует такая чудовищная и глубинная покорность религии. Знаете почему? Потому что люди разделили, что хорошо и что плохо. Я действительно говорил, что нет ничего правильного и неправильного. Значит ли это, что всего можно? Абсолютно нет. Проблема правильного и неправильного и подобных категорий не в том, что я хочу вседозволенности, но в том, что правильно и неправильно — неглубокий взгляд. Они никогда не грешили и никогда не ошибались? Ошибались, да. Безнравственное противостояние с обществом. Но это их беда. Именно поэтому они и здесь. Чтобы ошибаться, учиться, искать и использовать мудрость для воплощения самых дерзких мечтаний. Никто наверху не ведет запись. Все записано здесь, и мне придется иметь с этим дело, что намного болезнее, чем записи Бога в небесах. Так что любой, ступивший на путь просветления, будет абсолютно безупречен во всем, что делает. Из страха перед проклятием? Нет. Или Божьего наказания? Или из греха, который не был прощен? Нет, нет, нет. Это все оправдание, удерживающее нас от решения реальных проблем. Просветленный человек увидит, что каждое действие имеет последствия, с которым приходится разбираться. И если я мудр, то не буду делать вещи, которые заставят меня потом сталкиваться с этим, решать и уравновешивать в своей душе. Это настоящий критерий. Бог или же фундаментальный уровень реальности, в зависимости от того, как люди его описывают. Теоретически он должен быть повсюду. Это как если бы Бог воплотился в мире, но все намного сложнее. Я думаю, определенно люди отошли от традиционной религии, от Бога как человека. Произошло огромное смещение от того, где Бог, там или здесь, или еще где-то, к Богу внутри. Это уже продвижение. Но мы не хотим прийти к идее, что Бог может находиться внутри и притом существовать отдельно, как об этом мыслят многие. Они думают, Бог внутри, словно в фильме о пришельцах, где они вырываются из груди. Бог внутри не в этом глупом смысле. Это значит, что мы живем в Боге, движемся в Нем и пребываем, что мы сами божественны. Какая связь между моей божественной сущностью и вашей? Нет никакой связи, потому что есть только одна божественная сущность. Она в нас обоих. Все люди божественны. Разве не насмешка? Не насмешка, что это считалось голосом дьявола или ересью? Если это ересь, тогда почему каждому обещано, что он сольется с Богом воедино? Знание позволяет мозгу начать воссоединение. И мы начинаем видеть то, что существовало всегда. Но поскольку мы живем своими рутинными автоматическими программами, мы не способны видеть, потому что мозг работает в привычном режиме. Получать сведения значит узнавать новые вещи. А узнавать новое значит собирать информацию и создавать новые схемы для развития чувствительности, чтобы видеть вещи так, будто мы их никогда не видели. У нас огромный потенциал для изменения своего поведения, тех характеристик, которые к нам относятся. Фактически, если вы слушали и запомнили все, что я сказал, ваша физиология стала другой, нежели прежде. Дерек Кендалл, лауреат Нобелевской премии в области науки и медицины, красноречиво сказал об этом в своем выступлении, что в принципе память закодирована и генетическая структура изменена. И в то время как раньше мы говорили о нервной системе как о чем-то жестком, у чего нет возможности меняться, то теперь мы знаем, что на многих уровнях это неверно. И на самом деле она потрясающе пластична, что значит, нервная система способна трансформироваться.
И если вы детально рассмотрите структуру человеческого мозга, то увидите, что он специально предназначен, тщательно спроектирован для восприятия единого поля и единства жизни. Мы все связаны. Я думаю, самое главное, мы связаны энергетическим полем. Мы плаваем в море света, в поле начала отсчета. Я говорю, что прежде всего мы должны уйти от идеи обособленности, потому что на сегодня это самая большая проблема в мире. Рассмотрим понятие взаимосвязанной Вселенной применительно к человеческому опыту, поскольку человеческий опыт тоже является частью Вселенной. Вы скажете: хорошо, допустим, весь опыт связан, тогда в чем это проявляется? И мы начнем вспоминать, каким способом это могло проявляться. Связь с чьим-то разумом мы называем телепатией. Если есть связь с удаленным объектом, мы называем это ясновидением. Если есть связь с происходящим в другом времени, мы называем такое предвидением. Если есть связь, при которой мое намерение проявляется вовне, то мы можем назвать это телекинезом или лечением на расстоянии, чем-то в этом роде. Вы можете составить список из 12 видов мысленных экспериментов, которые уже получили свои названия, как телепатия. Но это лишь верхушка айсберга. Люди спрашивают, почему вы так интересуетесь шкалой Планка, такой незначительной темой с точки зрения духовности. Потому что духовность простирается везде, она повсюду. И ответ такой: да, шкала Планка занимается мелочами, но она применима ко всему. И поскольку это объемно, она воспроизводится в различных масштабах, например, во фракталах, повсюду во Вселенной. Я бы сказал, что квантовая физика стала для 20 века тем, чем станет мост между духовностью и наукой в веке 21. Мы все создаем будущее. Мы все создаем внешний мир. Никто из нас этого не избежал. И если есть нечто, что нам не нравится, мы не можем просто повернуться к этому спиной. Потому что мы сотворцы, так или иначе. И мы должны совершать правильные действия, чтобы достичь лучшего будущего для всех нас. Мы говорили пока о свободе в нашей собственной жизни и о квантовой физике. О том, что мы идем от свободы в нашей реальности к окончательной свободе. Конечно, она существует. Но после того, как мы этого достигнем, что тогда? Что дальше? Как мы переходим от себя к единству? Когда мы бессознательны? Когда мы познаем единое межличностное сознание? Когда вы начинаете осознавать, в чем ваша истинная природа, ни вопросов, ни ответов больше нет. Есть только внезапное понимание. Теперь вы возвращаетесь из кроличьей норы и начинаете творить в этом мире иллюзий, чудес и волшебства с пониманием, что вы никогда не умрете и никогда не рождались. Сознательный выбор из возможных событий. Именно так приходит истинный опыт. Итак, впервые наука сталкивается со свободой воли. Сознание свободно, поскольку в нем нет математического описания субъекта. Только объект может быть описан математически, и только в тех случаях, когда существуют вероятности. Вопрос остается по-прежнему первостепенным. Кто выбирает? Существуют ли все реальности одновременно? Возможно ли, что все вероятности бытуют бок о бок? Доктор Квантум во Флатландии. Добро пожаловать во Флатландию. Мир, состоящий только из двух измерений.
Только вперед и назад, налево и направо. В этом мире нет верха и нет низа. Я спросил Луча, где точка. Он сказал, она пошла на линию. А я сказал, откуда это? Что за шутка? Двухмерные существа, живущие в этом мире, не имеют представления о трехмерных объектах. У двухмерных жителей Флатландии нет никакого понятия о кубах, сферах, пирамидах или о вашем покорном слуге. Из их двухмерной перспективы мой трехмерный палец выглядит вот так. Что это за чертовщина? Бежим. Здравствуй, кружочек. Боишься всего неизвестного? Или лучше сказать, пока неизвестного? Это загадка. Если мы видим только то, что нам знакомо, как вообще возможно увидеть нечто новое и неизвестное? Как мы можем выйти из собственных рамок? Привет, кружочек. Не бойся. Кто это говорит? Где ты? Всегда трудно объяснить. Я в другом измерении, в другом пространстве. Я над тобой. Никогда, никогда не произноси это слово. Какое слово? На букву «Н». Над? Оно запрещенное. Хорошо. А что, по-твоему, оно значит? Не знаю. И знать не хочу. Тебя могут строго наказать за это слово. Ты что, призрак? Надеюсь, что нет. У меня просто другое зрение, нежели чем у тебя. Я вижу вещи такими, какими ты их видеть не можешь. Да, например. Ну, хорошо. У тебя в кладовой есть сейф. В нем 12 монет, завещание и паспорт. Как ты узнал? Кто ты? Ты бог? Ну, не больше, чем ты. Видишь ли, так как я сверху, в третьем измерении я могу видеть вещи внутри твоего мира. Третье измерение? Ты спятивший призрак. Их всего 2, смотри. Если бы я захотел пощекотать тебя внутри живота, как бы я это сделал? Придется разрезать мне кожу. По-другому никак. Хватит, прекрати! Готова увидеть больше? Больше чего? Измерений, направлений. Нет. Да, но... Ведь больше ничего нет. Что со мной будет? Во что я превращусь? Надо попробовать, чтобы узнать. Ладно. Превосходно. Никогда не думала. Разве не забавно? То, чего мы больше всего боимся, будоражит нас сильнее всего. Фильм Уильяма Арнца, Марка Винсента, Бетси Чесс. Здесь элемент случайности, и больше ничего интересного не происходит после этого.
Доктор Дэвид Альберт, профессор и глава Института физики и философии, Университет Колумбия. Хорошо. Автор книг «Время и шанс» и «Квантовая механика и эксперимент». Вас легко развеселить. Джозеф Диспенса, доктор хиропрактики. Так что вы не можете спросить их мнение. Они вам скажут: ты ведешь себя как-то не так, раньше ты мне больше нравился, и это отличный знак, что вы меняетесь. Вы можете потом это вырезать, если придется. Это ведь возможно? К выходу готовится его книга «Эволюция вашего мозга и наука создания персональной реальности». Кто может показать прием Геймлиха? Начинаем? Масару Эмото, доктор альтернативной медицины Открытого международного университета. Греческий философ Фалес говорил о том, как через воду может материализоваться дух. И я верю, что если мы хотим мира во всем мире, нам надо обрести этот мир в воде. Амит Госвами. Я изучаю квантовую физику, иногда преподаю. Я написал книгу по квантовой физике и много книг, объясняющих, что такое квантовая физика. Профессор Джон Хеглин. После аспирантуры в Гарварде я перешел в Европейскую лабораторию по исследованию частиц. Возможно, я более известен как открыватель N1 локальных симметричных перевернутых SU5 в теории единого поля. Не заблуждайтесь, считая научное сообщество научным. Два момента. Сначала я хочу поблагодарить Дэвида, потому что здоровый скептицизм очень важен. Экстраординарное заявление требует экстраординарных доказательств. Стюарт Хэмеров, доктор, профессор анестезиологии. Проблема в том, что люди, защищающие общепринятый взгляд на сознание, мозг равно сознание равно компьютер, ведут себя так, будто у них есть доказательства, а у нас его нет. Но у них есть, прошу прощения, которые формируют нейросеть в первую очередь. Что такое ум? Что есть разум? Да, спасибо. Это называется божественное вмешательство. Мир, мозг, разум. Майкл Ледвид, профессор, теолог. Сверху, но на глиняных ногах. Я занялась этим, потому что мои доказательства... Нет, все сначала. Ладно. Вернитесь назад во времени. Я могу вернуться и исправить. Хорошо, хорошо. Меня зовут Лин Таггерт, я автор книги «Поле». Я доктор Дэниел Монти, врач, и моя специальность — психиатрия и поведение человека. Я преподаю в медицинском колледже Джефферсона. Доктор Эндрю Ньюберт. Я слышал, некоторые говорят, что сознание — удивительное свойство Вселенной, питающее пристрастие к мозгу человека. В таком случае сознание весит чуть больше килограмма и похоже на серую цветную капусту. Шоу начинается. Расскажу вам немного о себе. Профессор Кэндис Перт. Свет замигал. Видите, что творится, когда я говорю? Странные происходят вещи. Когда я ее держу, она не мигает. Что бы это значило? Ладно. Все в порядке. Возможно, Бог хочет, чтобы мы встретились. Здравствуйте. Профессор Дин Радин. Однажды я проводил конференцию. Мы спросили людей, у скольких из вас бывает интуитивное чувство? 80%. Потом спросили среди тех, кто скептически относится к нетрадиционным теориям. Сколько из вас? Теперь имею в виду 20% тех, что ни во что такое не верят. У кого из вас были интересные предчувствия, которые исполнились? 80%. Поэтому, когда люди скептически относятся к необычным вещам, это понятно, поскольку чепухи тоже достаточно. Но когда вы изучаете подобные феномены в лаборатории и исключаете все привычные пути их понимания, оказывается, у них действительно имеются психические компоненты. Рамта — основательница школы просвещения. Мы снимаем фильм о великих мыслителях. Все в этой комнате великие мыслители, когда их заставляют задуматься. Ловкий прием, да? Вы, наверное, можете сказать больше? Нет. Извините меня. Ничего. При раздвоении личности можно говорить о центре сознания. Доктор Джеффри Сеттиневер. И второе. Что заставило вас стать физиком в 50 лет? Ясно. Ну, думаю, это все раздвоение личности. На самом деле, я хотел стать физиком с 4 лет, верите или нет. Когда мы становимся более самоуправляемыми изнутри, профессор Уильям Тиллер, то проявляем качество глубинных уровней из кроличьей норы.
Так мы становимся мастерами цигун, когда влияем на вещи с расстояний в 1000 километров. Если мы начинаем в это всматриваться, то, кажется, есть только один выход, понятный для меня — присутствие разума. Профессор Фред Аллен Вульф, физик-теоретик. Нечто вроде единого сознания или Бога, если хотите так это назвать. Вдумайтесь в это. Еще раз. О чем я говорил? Что вы будете с этим делать? Это был укус. Укус из ниоткуда. Покрытая тайной 2. Вниз по кроличьей норе. Операторы Марк Винсент, Дэвид Бриджес. Авторы сценария, продюсеры и режиссеры Уильям Арнтс, Бетси Чесс и Мэтью Хоффман. Фильм озвучен по заказу клуба «Другое кино».